начиная довольно сложную и спорную тему об истории славян, которую я долго откладывал, решил сделать вступительное видео, чтобы пояснить ключевые термины и обратить внимание на распространенные заблуждения и разногласия, которые я вижу в комментариях к видеороликам и не только. Для начала хочу сказать, что я стараюсь непредвзято относиться к информации, предоставляемой учеными, которые часто и между собой очень сильно спорят и к особому единству во многих вопросах пока так и не пришли. Но мне интересны многие темы и сам ход этих споров. Именно информация и споры ученых, которые занимаются конкретными вопросами и публикуют свои работы в рецензируемых журналах. А к тем, у кого нет ни одной научной публикации по теме, 1500 книжек, отношусь, мягко говоря, настороженно. При этом я не могу занимать чью-либо позицию, потому как не имею морального права даже спорить с людьми, посвятившими этой теме десятилетия своей жизни, хотя многих из них уже нет в живых. Однако отмечу, что чем глубже погружаться в тему, до деталей, тем больше появляется вопросов, и трудно даже за час пояснить и разобрать все, которые изучались десятки лет. В последующих видео я намерен предоставить информацию об основных культурах, которые косвенно или напрямую связаны с этногенезом славян, а генетику оставлю на закуску, когда уже сложится определенное представление о событиях в те времена. Постараюсь изложить основную линию непредвзято. Также я открыт к любой адекватной критике и на абсолютную правоту не претендую. Поэтому, если где-то будут вопросы по тексту, пишите в комментариях. В разборе этногенеза этническая общность – это исторически возникшая группировка людей, обладающая общей этничностью. Существует несколько концепций и теорий этноса. Этническая общность или народ состоит из этнических групп, а этническая группа – это категория людей, которые идентифицируют себя друг с другом на основе сходств, таких как общее происхождение, язык, история, общество, культура и так далее. Именно идентифицируют себя и других по принципу свой-чужой. Этническая принадлежность обычно передается по наследству. Членство в этнической группе, как правило, определяется общим культурным наследием, происхождением или мифом о происхождении, историей, языком или диалектом, внешностью, стилем одежды, стереотипом поведения, искусством и даже кухней, а также символическими системами, такими как религия, мифология и ритуалы. Посредством языкового сдвига, оккультурации, усыновления и религиозного обращения отдельные лица или группы иногда могут покинуть одну этническую группу и стать частью другой. Этнические группы, происходящие из одной и той же исторической популяции, часто продолжают говорить на родственных языках и имеют схожий генофонд. И заметьте, именно генофонд. Или все генные вариации конкретной популяции в совокупности. И никакой отдельной гаплогруппы. Потому как к этому времени люди уже в значительной степени перемешались на описываемой территории. Также стоит отметить, что язык и культура не передаются половым путем, а по наследству и при общении вполне себе передаются. Надеюсь, варианты пояснять не надо. А некоторые ученые предлагают понимать этнос как категорию социальной психологии, а именно, как стабильную этническую солидарность в объединении людей между поколениями, на основе совместного проживания на определенной территории, общего языка, культуры и самосознания. При этом общее происхождение может быть и не совсем таковым. Как и территория рождения и проживания может не соответствовать, как, к примеру, у цыган или евреев. И объединительные факторы могут быть разными, включая расы, религию и многие вышеперечисленные. А сам этногенез рассматривать как древний этнос, приведший к более современным сформировавшимся народам, которые признают как сами люди из этого этноса, так и их соседи. Примечательно, что в рамках одного этноса люди могут принадлежать даже к разным расовым типам. Так что Александра Сергеевича Пушкина можно оставить в покое. А под этногенезом славян
следует понимать формирование древнеславянской этнической общности из множества индоевропейских групп народов, которая на сегодняшний день стала крупнейшей этноязыковой общностью в Европе. Подчеркиваю, именно этноязыковой общностью, которая говорит на различных славянских языках балтославянской языковой группы. Поэтому на славянские языки нельзя перескочить без учета балтославянских. Этноязыковая общность – это преимущественно научное понятие, и сами люди могут и не знать о ней. И если в настоящее время представители славян не всегда понимают друг друга и не знают более древний язык, то это не значит, что так было с самого начала. Поэтому и существует преемственность развития языков со временем. С языком, казалось бы, все более или менее понятно. Если сейчас не владеешь языком, то и вряд ли можешь принадлежать конкретной этнической группе, независимо от происхождения, потому как порог свой-чужой в обществе не пройдешь. Предлагаю разобрать пример, когда некоторые люди видят в сунгирцах из верхней палеолитической стоянки древнего человека возрастом 25 тысяч лет русских. По современному определению, русские – это восточнославянский этнос, а восточные славяне, в свою очередь, являются культурно-языковой общностью славян, говорящих на восточнославянских языках. А их формирование связано с распадом древнерусского языка, который сам существовал только с 7 по 15 век нашей эры, в наибольшем диапазоне. Чувствуете разницу более чем в 25 тысяч лет? А значит, есть люди, которые не учитывают самоопределение самой группы людей и язык в этносах, придумывая ему какое-то свое определение. Поэтому неудивительно, что распространены спекуляции на эту тему. Я сейчас прям вижу, как летят первые помидоры в мою сторону. Вот пример одной из спекуляций. Название «украинский язык» применяли начиная с XVI века для обозначения языка южнорусских земель Речи Посполитой. Однако до середины XIX века основным названием этого языка была Руська мова. Это вносило путаницу с момента присоединения Украины к русскому или московскому царству, так как и там, начиная с XVIII века, сами начали обозначать свой язык подобным прилагательным. И есть люди, которые под современное определение этносов подгоняют старые названия. И какие выводы получаются, можно с легкостью догадаться. Вот и вторая порция помидоров просвистела над головой. А теперь о происхождении. Очень часто человек имеет представление о своем происхождении только со слов родителей, а те со слов своих родителей. И эти знания довольно ограничены. Даже сейчас при наличии письменности, до какого поколения мы можем назвать своих предков по именам? Хотя у некоторых народов это понятие упрощено названиями известных родов, колен и так далее. Мало кто сможет назвать все имена хотя бы за 10 поколений. Попробуйте на досуге. Как давно люди узнали о своей африканской прародине? От предков ли? Хотя встречаются комментарии на мои предложения почитать историю по типу: «Мне не нужно что-то искать. Это передается из поколения в поколение. У нас обязаны все знать родовое дерево и прославленных предков». Я тогда вспомнил заявление главы Министерства образования Индии Сатьяпала Синха в 2018 году, когда он сказал, обращаясь к прессе: «Как только человек появился на Земле, он всегда был человеком. Никто, включая наших предков, ни письменно, ни устно, не сообщил, что они видели, как обезьяна превращается в человека. Ни в каких книгах, которые мы читали, или легендах, которые нам рассказывали наши бабушки и дедушки, не упоминалось подобное. Вероятно, не стоит ожидать от людей с подобной логикой каких-либо открытий и изобретений. О них ведь не рассказывали бабушки. Но я не склонен всех равнять под одну гребенку и не хочу никого обидеть. Но возвращаясь к определениям, также возникают вопросы. На основе каких пунктов выделять этносы, если язык был привнесен из одного места, культура из другого, а происхождение вообще из третьего, не говоря уже о религии? Если, к примеру, пришли люди из другого региона с солдатами за спиной,
дали местным жителям крестом по голове, образно говоря, отобрали бубен, искупали, дали крестик и начали учить их детей своему языку. А чтобы не возмущались, наделили правами их элиты, со всеми вытекающими. А через поколение их родной язык уже был частично потерян. Так вот, можно ли теперь считать эти популяции прежним этносом? Многие такие неопределенности часто придумывают и используют политики. А что касается любимых многими гаплогрупп, без учета их субклад, попробую пояснить просто. Гаплогруппа – это группа схожих совокупных аллелей на локусах одной хромосомы, имеющих общего предка, у которого произошла мутация. То есть, у людей независимо от их желания происходило и происходит изменение генома, которое передается по наследству. Это касается не только людей, но коль мы обсуждаем именно гаплогруппы человека, привожу именно эти ассоциации. Маркеры Y-хромосомы передаются исключительно от отца сыновьям, а митохондриальная ДНК от матери потомкам обоих полов. Это в ответ на комментарии, когда пишут: «Что ты нам о бабских гаплогруппах рассказываешь? Y-ДНК давай». Потому как есть зафиксированные случаи почти полной замены Y-хромосомы в древних популяциях с сохранением митохондриальной ДНК, как в Иберии, к примеру. Или как в случае с культурами ямной и боевых топоров. По Y-ДНК наблюдаются различия, а по целому геному более чем на 70% популяция культуры боевых топоров похожа на ямную. Поэтому отдельно взятые гаплогруппы, еще и только по одному полу, нельзя приписывать тем или иным народам. Но многие это делают, как с любимой некоторыми R1A. Интересно, с какой целью? Предположим, родился ребенок, у которого произошла мутация. Родители на него смотрят и говорят: «Ух ты, какой получился, и лопочет не по-нашенски. Через 20 тысяч лет его потомки славянами будут, однако». Это так себе люди представляют? Как мутация в генах может сочетаться с вышеописанным этносом? Разве человек заговорит на другом языке? Это у представителей этноса может быть набор гаплогрупп, а не наоборот. Также основные заблуждения возникают от находок с привязкой гаплогрупп к местности. Как с мальчиком из позднепалеолитической стоянки Сибири, Мальта, недалеко от Иркутска, когда у темнокожего, темноволосого и темноглазого мальчика, жившего 24 тысячи лет назад, была обнаружена гаплогруппа R. Есть комментаторы, которые приписывают всех потомков с последующими мутациями гаплогруппы к более современным популяциям Сибири или Алтая, несмотря на то, что гаплогруппа R или RM207 – это еще не R1 и R2. Ведь никто не ставит под сомнение, что древние жители Сибири были важными генетическими источниками для коренных американцев, европейцев, жителей Центральной и Южной Азии и менее значительными у восточноевразийцев. Ну нельзя же родить бабушку. Как люди со стоянки Мальта попали туда? Или иногда встречаю мнение, что европейцев не существует, потому как они поменяли генетику и язык, и R1 – это не их гаплогруппа, и теперь есть выходцы с Алтая и Сибири, живущие в Европе. Странно, а почему тогда не сразу выходцы из Африки? Ну о различных субкладах гаплогрупп, сформировавшихся уже в Европе и не только, которые редко встречаются в других краях, наверное, знать не хотят. Трудно предположить, что будет, если многие заблуждения станут широко распространены в обществе. История уже знает подобные примеры. А если еще люди начнут делиться по гаплогруппам, догадайтесь, что начнется. Много вреда несут в себе массовые заблуждения по этим вопросам. Поэтому я посчитал важным сделать этот вступительный ролик, хоть и на абсолютную правоту не претендую.